Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо, и сегодня нам с вами выпала замечательная возможность. Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо, и сегодня нам с вами выпала замечательная возможность. Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. Сегодня солнечный, жаркий день, и у нас с вами есть замечательная возможность покататься на классном мотоцикле. Так получилось, что на этих выходных мы с моим другом Димой махнулись мотоциклами. Он отправился кататься в горы вместе с семьей на моей Хонде с коляской, ну а ко мне в руки попал его 1300 VTX 2004 года выпуска. И сейчас я планирую отправиться на небольшую прогулку по окрестностям, попытаемся прочувствовать этот мотоцикл, понять его, узнать достоинства, недостатки и подвести какие-то итоги. Ну а начнем наше знакомство давайте с визуального осмотра. Это большой тяжелый мотоцикл из семейства круизеров. Бак капля, двухуровневое сиденье, спинка, все это делает его похожим на чоппер, но никаких длинных вилок, никаких рогатых рулей. Это стопроцентный круизер, такой локомотив для автострад. Конкретно этот мотоцикл отличается от стандартной заводской комплектации большим количеством тюнинговых деталей. Что первое бросается в глаза? Широкие подножки водительские, кобра, выносы, чтобы поставить туда ноги на автостраде, какая-то тюнинговая педаль тормоза. Если не ошибаюсь, рулевые стойки и сам руль тоже тюнинговый, рукоятки. Ну и, конечно же, выхлоп. Это прямоток. Здесь сейчас установлены специальные заглушки, которые делают его немного тише. Также вижу сиденье Мустанг. В меру жесткое, а самое главное, правильной формы и с поддержкой поясницы. Должно быть удобно. Конечно, главная деталь этого мотоцикла — двигатель. Весь он построен вокруг мотора. Мотор реально огромный. Это Honda, надежная, как и все Хонды. Привод ГРМ цепью. Не знаю, каким образом здесь регулируются клапана. Возможно, даже винтами. Вряд ли здесь стоят гидрокомпенсаторы. Но у Honda все должно быть надежным и ходить долго. Спереди один тормозной диск. Двухпоршневая плавающая скоба Nissin. И сзади, думаю, будет точно такая же скоба. Да, вот она сверху. 170-я резина сзади. Соточка на 19 спереди. Много хрома, много блеска. Кофры, чтобы что-то с собой взять в дорогу. Можно на багажник увязать, палатку, спальники, все необходимое. Коляски, конечно, нет, но вместительность все равно неплохая. Есть ветровичок и подстаканник. Можно туда вкинуть бутылочку воды в дороге, чтобы не останавливаться. Ключ стандартный хондовский, который применяется на многих круизерах. У меня такой был на ВТ-600, на Стиде. Включаем зажигание, вытягиваем подсос, если двигатель холодный. Запуск состоялся. Несмотря на заглушки, двигатель довольно громкий. Пока он будет прогреваться, давайте освоимся за рулем. Руль широкий, в сравнении с моей Хондой расположен низко. Я сижу где-то вот так, а здесь больше похоже на стандартную ураловскую посадку с вот этим низким рулем над баком. Не могу сказать, что неудобно, если ноги поставить на площадке, посадка как в домашнем кресле. Конечно, мотоцикл довольно увесистый, я думаю, килограмм 300 массы здесь есть, но он при этом легко катается ногами.
вперед, назад. Никакой задней передачи здесь не надо. Ну и попробуем проехать медленно по парковке, насколько он с этим справится. Скорость буквально 2 км в час. Маневрируем. Очень легко рулится. Очень низкий центр тяжести. Позволяет корректировать траекторию, выписывать фактически восьмерки. Можно попробовать на таком VTX поехать сдавать на права в ГАИ. Ну а как только скорость переваливает за 5 км в час, вообще перестаешь замечать эту массу. Удобно, удобный руль, достаточная ширина. Выезжаем с паркинга. Все это еще первая передача. Спидометр размечен в милях. Надо быть внимательным. Чтобы случайно не превысить. В городе очень много знаков. 30, 50. И когда едешь, видишь, ага, 30 еду, а это 30 миль. Уже чуть больше 50 км в час. Практически на холостых переключился на вторую. И вот едем как тепловоз. Чухаем. Мотоцикл — мечта железнодорожника. При этом управляется одной рукой. Можно объезжать ямки. Ну, класс, наслаждение. В городе это, наверное, не так интересно. Сейчас выберусь куда-нибудь на тихие, спокойные лесные дорожки. Покатаемся еще там. Никакого дискомфорта при движении по городу не возникает. Мотоцикл очень легко и прогнозируемо управляется. Я бы назвал это по-хондовски. Читается легкая вибрация в рукоятках руля, но она не раздражающая, а скорее сообщает вам о оборотах двигателя. Здесь нет тахометра, и о том, с какими оборотами мы едем, можно судить либо по звуку выхлопа, либо по вибрации, которую ты чувствуешь. Приятная такая вибрация, мягкая. Отлично отрабатывает контрруление. Это когда я толкаю левой рукой руль, и влево мы заваливаемся, входим в поворот. Геометрия на высоте. Ну вот, город закончился. Можем немножко ускориться. Кстати, хотелось бы отметить, что мотоцикл привлекает к себе много внимания. Правда, в основном это внимание мужчин за 40. У них прямо в глазах читается мысль: а может быть, себе такой купить? Может, уже пора? Машем встречному мотоциклисту и пробуем ускориться. Картина такая. При ускорении сначала мы слышим звук, а потом приходит эффект в виде такого довольно динамичного, но очень ровного ускорения, без рывков, без подхватов, подрывов. Ну вот как тепловоз от станции трогается, так и здесь. Плавно и пошел. А вот и дорожка, которая позволит нам понять, что же за зверь такой этот VTX и с чем его едят. Здесь очень разное покрытие, много поворотов и мало машин.
Есть где ускориться и есть где затормозить, поскольку кроме ускорения важный параметр – это и возможность остановиться. Надеюсь, мы не сильно распугаем местную живность. Лес здесь очень красивый. Пока у меня к мотоциклу никаких претензий нет. Да, он чуть-чуть посвистывает выхлопом при сбросе газа. Слышите вот этот странный звук? При наборе оборотов такой гулкий рокот, а на сбросе какое-то посвистывание есть. На это я уже скорее придираюсь, а так еду и кайфую. Вдоволь накатавшись по лесам, я решил выбраться на автостраду и посмотреть, на что этот мотоцикл способен на высоких скоростях. Гляньте, какое классное место отдыха. Есть печь для гриля. Беседки такие уютные. Здорово. На окраине небольшого городка или даже деревушки. И тут же речушка какая-то протекает. Прежде чем до автострады доберемся, придется немного поплутать по местным деревням. Вы только гляньте, сколько велосипедистов. Дети, взрослые, подростки. Все выбрались покататься. Стоят последние недели лета. Дни еще жаркие, знойные. А ночью уже бывает прохладно. По утрам еду на работу, иногда плюс 12-15. И машина утром вся покрыта росой. А вот и автострада над нами. Надо сейчас только сообразить, как на нее заехать. Хо-хо-хо! Это отдельное удовольствие. Проезжая под мостом или в туннеле, порычать прямоточным выхлопом. На автостраде меня интересует два параметра. Это время разгона до сотни и максималка. Специально для измерения времени разгона я установил приложение. Как только мы остановимся, скорость будет равна нулю, оно обнулится и можно будет стартануть. Замер произведен будет автоматически. Ну а что касается максималки, то это скорее не максималка самого мотоцикла. Он-то способен на многое.
Это скорее испытание максималки меня. На какой скорости мне будет еще комфортно и не очень страшно. Я предполагаю, что это будет около 160, но узнаем. Узнаем. Сейчас найду место, где можно безопасно тормознуть. Скорее всего, в конце вот этой полосы разгона. Ну и хотелось бы пустую полосу. Насколько это, конечно, возможно. Так, останавливаюсь. Есть. Обнулилось время. Нет. Уже пошел отсчет. Вот, есть нули. Погнали. Время разгона до 63,16 секунды. До сотни девяточка. Девяточка. Очень неплохо. Теоретически, мне кажется, что можно попробовать улучшить время. Сделаем второй замер. Дима, извини, ничего личного. Очень любопытно. Думаю, тебе тоже. Так, остановка. Время по нулям. Сзади много машин. Подожду, они сейчас быстро проедут. Вот, последняя с велосипедами. Отлично, я готов. Пошел. Ну вот, уже 2,9 до 60 и 8,1 до 100. Вот это уже похоже на правду. Очень неплохая динамика. Ну а теперь погнали, посмотрим, сколько получится из нас выжить. Знаки 80 немного смущают, конечно. Дело в том, что здесь очень неровная дорога, много кочек, ухабов. Едешь и подпрыгиваешь. А еще очень неудобно смотреть на спидометр. Вон внизу надо отрывать взгляд от дороги, опускать глаза вниз. Я уже прочувствовал скорость, с которой ехать комфортно. Дальше ускоряться страшновато, поскольку теряешь контроль над мотоциклом. И это 90 миль в час. Я не вижу, сколько это километров, но мы потом присмотримся повнимательнее. По крайней мере, Харлей я делаю как стоячий. Ветровичок неплохо справляется со своей задачей. Поток ветра перекидывает через меня. Мы подбираемся к 100 милям в час. Это фактически 160 километров. А сейчас я попытаюсь нащупать комфортную скорость для автострады. Мы выставляем ноги на внешние выносы, садимся как в домашнем кресле и едем так, чтобы получилось контролировать ситуацию. Перестраиваться, обгонять, вливаться назад в свою полосу, оттормаживаться. Ну вот, приблизительно вот это оно. Если бы не кочки, то было бы идеально. Мотоцикл рулится, слушается, и это около 80 миль, то есть 100, да что там так мелко написано, 130 километров в час.
на 130 можно позволить себе немного его пошатать. Хорошая скорость, и думаю, расход будет не самый большой. И вот еще забыл сказать про полезную тюнинговую штуку. Это механический круиз-контроль. Можно ручку газа зажать в одном положении и отпустить правую руку. Размять, расслабить, почесаться. Классно покатались, но пора возвращаться домой. Как это кайфово закладывать мотоцикл в поворотах. Это, конечно, дело привычки, но только остановившись и заглушив двигатель, я смог спокойно рассмотреть, что 100 миль в час действительно соответствует 160. Это максималка, которую у меня получилось достичь. А комфортные 80 это чуть меньше 130, 128, может быть, километров в час. В целом же, подводя итоги, хотелось бы сказать, что этот мотоцикл подойдет спокойному, уравновешенному, уверенному в себе человеку. Ему не надо ничего никому доказывать, ему не надо 160 на заднем колесе в междурядье, 3,5 секунды до сотни это тоже не для него, его не тянет в оффроуд, в грязь, в болото, ему хочется спокойно, с чувством собственного достоинства кататься по хорошему асфальту. Вот это самое оно. Надеюсь, это видео будет полезно тем, кто собирается купить себе такой мотоцикл и сейчас просматривает информацию по ним в YouTube. Ну а на этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.